Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье известной певицы Аллы Пугачевой и пародиста Максима Галкина. 2 недели назад российская и мировая общественность была шокирована чрезвычайным событием, которое произошло в известной семье. Младшая дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавета, в результате нападения оказалась в крайне тяжелом состоянии, а потом это состояние переросло в критическое. Младшая дочь Аллы Борисовны Пугачевой на протяжении 5 дней находилась в коматозном состоянии. Потом лечащим врачам удалось сделать невозможное. Они на некоторое время ввели Елизавету в сознание. Однако радость длилась недолго. Организм дочери Аллы Пугачевой не справился с тяжелыми ранениями, и Елизавета вновь впала в кому. В связи с трагическим событием, которое произошло на Кипре, туда приехали родственники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, певица Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов. На семейном совете было принято срочное решение в связи с чрезвычайной ситуацией, как последняя надежда, отправить дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавету, на лечение в Израиль, где, по словам Аллы Пугачевой, самая лучшая медицина. Однако именно в Израиле, на который возлагалась особая надежда, и произошло трагическое событие, которое разрушило все обнадеживающие планы Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Лучшие медицинские светила, проживающие на земле обетованной, после тщательного медицинского анализа и обследования вынесли финальный вердикт. Младшая дочь Аллы Борисовны Пугачевой безнадежна. По словам медиков, дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавета, которая на данный момент находится в коме, держится только благодаря специального медицинского препарата, который может продлить жизнь Елизавете максимум на 7-10 дней. По словам врачей, вторичное использование данного препарата не имеет никакого смысла, так как он уже не окажет эффективного действия. Ну а накануне Алла Борисовна Пугачева, как последняя надежда, попросила провести коллективную молитву, которая прошла в Израиле, на Кипре, в дальнем и ближнем зарубежье и в некоторых городах Российской Федерации. Надо отметить, что многие российские зрители поддержали Аллу Борисовну Пугачеву в этот тяжелый момент для ее семьи, несмотря на противоречивую политическую и социальную позицию артистки. Надо отметить, что в коллективной молитве принимали активное участие Алла Борисовна Пугачева и ее родные. Алла Борисовна настолько распереживалась, что разрыдалась, упала в обморок и потеряла сознание. Помимо этого, Алла Борисовна Пугачева переживает еще по другому поводу, что она считает себя одной из главных виновниц трагической ситуации. Ведь первоначально нападение на дочь Аллы Борисовны Пугачевой, Елизавету, косвенно произошло по вине известной певицы. Алла Борисовна Пугачева задолжала своему бывшему музыкальному директору более $3 миллионов. В назначенные сроки музыкальный директор так и не получил положенную денежную сумму и решился на крайне беспрецедентные меры. Вместе со спортивным тренером по фитнесу, в секции которой занималась дочь Аллы Борисовны Пугачевой, они совершают нападение на Лизу, наносят ей не только физические ранения, но и страшную психологическую травму. На данный момент состояние младшей дочери Аллы Пугачевой, Елизаветы, диагностируется как критическое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Елизавете и членам антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.